Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Каминарская, я директор Центра Благосфера. И сегодня мы открываем новую серию событий по сообществу «Фабрика пространств». Думаю, многие из вас, кто сегодня присоединился к нашему вебинару, уже знают, что такое «Фабрика пространств» и что такое вокруг него сложилось большое дружное сообщество организаций. Но все-таки несколько слов я об этом хочу сказать. «Фабрика пространств» – это ежегодная конференция Благосферы, которая в этом году запланирована на 14-15 октября. И я очень надеюсь, что ничего не случится, и мы увидимся со многими из вас живьем, обсудим, как все это было, какие новости, какие находки. Но, тем не менее, чтобы не ждать, не терять время и вообще организовать такую более живую и интересную связь, мы уже сейчас стартуем с новым направлением. Мы решили, что мы будем проводить самые разные встречи онлайн и дискуссии для того, чтобы и лучше перезнакомиться, и поделиться опытом, и узнать побольше об международном опыте. И сегодня мы как раз с такими коллегами иностранными с вас хотим познакомить, с которыми мы сами познакомились 2 года назад, очень возбудились, побывали у них в гостях, и очень хотим, чтобы вы узнали, как устроена такая практика Ethical Property, о чем будет рассказывать сегодняшний спикер. Ну, наверное, об этом я скажу немножечко попозже и представлю его. Сейчас несколько технических замечаний для того, чтобы нам с вами было удобно пользоваться этой прекрасной платформой. Значит, уверена, что многие из вас уже за эти недели изоляции познакомились с самыми разными вебинарными, онлайновыми историями, и тем не менее, скажу все-таки. Значит, вот это окошко, где сейчас только моя картинка, будет занята сегодня нашим спикером и переводчиком, и, соответственно, надеюсь, вам их будет видно и слышно тоже хорошо. Значит, справа часть экрана занимает презентация, то есть сейчас там заставка о том, что вот это название онлайн-встречи с Майком Батлером, будет там презентация, которую Майк будет показывать и листать. Если вы посмотрите над окошком презентации, есть такая вкладочка, называется «Вопросы». Вот туда я прошу вас писать ваши вопросы, которые вы хотели бы адресовать Майку или Благосфере во время презентации. Я хочу также предупредить, что так как у нас будет последовательный перевод, то мы не очень удобно перебивать будет Майка во время его выступления, и вопросы я ему буду озвучивать по завершении презентации, по завершении его выступления. Но вы, чтобы не забыть, можете прямо уже туда, вот во вкладочку «Вопросы», ваши вопросы или какие-то высказывания туда и обращать. Теперь вернемся к окошечку «Чат», которое вот как раз под видео сегодня находится. Это окошечко для технических комментариев. Ну, давайте сейчас его протестим. Представьтесь, пожалуйста, город, пространство и как вас зовут. Давайте напишите, пожалуйста. И мы, чтобы все увидели, кто сейчас участвует в нашем вебинаре. Наталья Бенчарова из города Иркутска, здравствуйте. Инна Антонова, Краснодар, очень приятно. О, Елена Темичева, конечно, моя коллега из Центра Благосферы из Москвы, прекрасно. Алина Шмарова, Кыштым, это понятно. Екатерина Силантьева, соседки Центра Преображенский, Москва, соседи, здравствуйте. Анна Скворцова, Центр РНО, Санкт-Петербург, Аня, привет. Анастасия Ельцова, город Глазов, такой прекрасный, город Тюмень. Екатерина Забалдина, город Каргополь, Архангельской области. Ух ты! Санкт-Петербург, Центр соседства, дом, Сединина Вероника, очень приятно. Сейчас не успеваю. Друг другу уже здороваетесь, это прекрасно. Библиотека имени Гайдара из Москвы Ирина, Шаненко Ольга. Прекрасно, замечательно. Йети-парк, где это Йети-парк? Я быстро не успела пролистнуть. Прекрасная какая-то история. Алтай, Татьяна Яшина, Мария, Санкт-Петербург, это я видела. Так, еще Павел Карнаух, клуб для всех искусства добрых дел, тоже из Москвы. Так, есть проблема ни звука, ни изображения. Пропало изображение. Попробуйте. Сейчас попробуем еще раз. Давайте я попробую. Омск, Государственный центр народного творчества. Олеся Гофман, здравствуйте. Ну что ж, вы можете продолжать представляться. Я думаю, что это интересно для всех, кто друг на друга смотрит. Мы, тем не менее, наверное, будем переходить к нашему уже собственному вебинару. И
я с большим удовольствием хочу пригласить уже нашего сегодняшнего спикера Майка Батлера, человек, который работает и много чего знает про пространство Ethical Property. Майк, can you join us? Hello. Here is Mike. Welcome. Анастасия Мусатова, которая будет помогать нам и переводить сегодня для Майка все, что скажем, если хотим спросить мы, и для вас переводить Майка. Анастасия, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Анастасия. Сейчас, я надеюсь, все подключится. Мы тестили, я уверена, что все получится. Значит, я пока расскажу пару слов о Майке для вас, уважаемые коллеги. Майк возглавляет одно из пространств Ethical Property, это Foundry, о котором он будет рассказывать, и у него есть отдельный, огромный новый проект, о котором он тоже будет говорить, и я очень надеюсь, что сегодняшняя информация будет полезна и важна для всех вас, уважаемые коллеги. Что-то у нас проблема с подключением переводчика. Сейчас одну. Значит, перевод будет последовательный. Я сразу отвечу для вопроса, которые вы сейчас, коллеги, задаете. Без перевода послушать нельзя, потому что, еще раз говорю, потому что перевод будет последовательный. У Анастасии, видимо, что-то случилось временно с подключением. Сейчас, одну секундочку, я надеюсь, что мы с этим справимся. Значит, еще два слова скажу, пока Анастасия, я надеюсь, чинит. Mike, just a second, something probably happened with connection of Anastasia. I'll say a couple of words about our conference while we're waiting for Anastasia to join us. Ну, значит, еще раз хочу сказать пару слов о конференции «Фабрика пространств», которую мы уже проводили 3 года, и я надеюсь, в этом году, как я сказала, она состоится 14-15 октября. На фабрику пространств мы собираем и приглашаем все пространства самого разного вида. Музеи, библиотеки, творческие центры, культурные центры, арт-кластеры, коворкинги. Все те, у кого есть такая территория с крышей, с одной стороны, а с другой стороны, есть задача вовлекать и работать с самыми разными аудиториями, и вовлекать их не просто в свою основную деятельность, но и в работу, связанную с самой разной социальной активностью и благотворительностью. Вот такие пространства и такие проекты мы ищем, приглашаем к себе и надеемся, что сообщество, которое уже сегодня включает больше 300 организаций, будет только расти с вашей помощью. Ну и вот я вижу к нам, сейчас, я надеюсь, все, вот, у Анастасии наконец все подключилось, прекрасно. И я надеюсь, что на конференции этого года, как я сказала, мы с вами, коллеги, увидимся и услышим, и увидим много, в том числе, наших друзей из других стран. Ну и уже больше не буду отнимать время у Майка, и хочу предоставить ему слово. Mike, floor is yours. Okay. Well, yeah, I'll try a little Russian, just the only piece for today. Koroshenko dinya? Я постарался выучить слова. Is that understand? No? It just means Я постарался hello выучить or good слова day, I think. приветствия для сегодняшнего very дня. Надеюсь, English это было bad узнаваемо. Thank you. Okay. So, yes, ethical property was set up by a radical filmmaker and activist called Jamie Hartzell то, что мы называем in the early ethical property, то 1990s. есть собственность, находящаяся в пользовании на этических принципах, была основана человеком, который занимается производством фильмов, и организована она была в начале 90-х годов. Зовут его Джейми Хадсон. Yeah, and
there is an anarchist expression you may know, which is property is theft. And the idea was to Возможно, вы create слышали a такое social выражение, по крайней мере, у would нас be есть в the Англии, оно opposite of this. называется «собственность– это кража» или что-то украденное. Но вот мы решили создать нечто противоположное по смыслу этому расхожему мнению. Today, 30 years later, ethical property houses hundreds of charities and social businesses И that уже make a теперь, positive 30 лет contribution to the спустя, в community, стране действует более environment, and 30 economy. благотворительных организаций, социальных организаций, других организаций, которые вносят свой вклад, позитивный вклад в экономику и в жизнь сообществ в стране. Yeah. The company puts equal weight on 3 types of return: financial, social, environmental. Наша компания вносит положительный вклад в 3 сферах: финансовой, социальной и также экологической. И вся наша деятельность по этим 3 направлениям видна в наших ежегодных отчетах, которые публикуются на сайте нашей компании. Yeah. The main thing that ethical property is known for is that we're the main provider of Ethical affordable Property известна тем, что workspace in она the UK. предоставляет площади по доступной цене для аренды в Великобритании. And we have a number of important strengths. У нас есть несколько позитивных, сильных сторон. Во-первых, мы можем предложить нашим арендодателям сниженную стоимость за счет определенных, за счет размера. У нас хорошо идет работа, связанная с социальными инвестициями. We have a positive track record. У нас хорошая репутация, которую мы заработали, работая с муниципалитетами и другими представителями местной власти и организациями, подобными нашей. И помимо этого мы являемся владельцами ряда объектов недвижимости, которые нам дают позитивную поддержку именно и в этом направлении. This map shows the places in the UK where we have centers. It's not surprising we have 5 in London. На карте вы видите те центры, которые были организованы нами в Великобритании. В Лондоне у нас 5 центров, что неудивительно, потому что именно в столице располагается 30% благотворительных организаций. We also have 5 centers in Bristol, which is a vibrant, forward-looking city in the west of England. Очень жизнеспособный город, живущий активной экономической жизнью на западе Англии. Ну и самый лучший вариант для нас – это Брайтон, в котором 3 центра. Это город, в котором я живу. Then we have centers in all the big cities, as you can see, with the exception of Birmingham, which is the UK's second biggest city. Кроме Бирмингема, который на самом деле является вторым по величине городом в Великобритании. Okay.
This next chart, sorry, it's all in English, but it shows the kind of На следующем organizations слайде, that we который, к have in our сожалению, весь на centers. They're английском, mostly charities представлен and перечень тех not-for-profits. организаций, которые располагаются в наших зданиях. В основном это некоммерческие организации и благотворительные организации. Yeah. We also have quite a few social У нас также enterprises есть несколько because we социальных run предприятий, markets and которые shops in представлены different cities. рынками и такими рыночными торговыми площадями в некоторых городах. Yeah. The second breakdown shows what the organizations are involved in. Lots work in environmental На campaigns втором бублике, and на второй homelessness, разбивке human rights видно, чем and community занимаются arts. организации, арендующие у нас площади. В основном это фирмы, организации, занимающиеся вопросами окружающей среды, проблемой бездомности, правами человека и также жизнью в сообществе, связанной с искусствами. Okay. So this is our message, which is our На этом offer слайде to представлено то local послание, government and которое мы communities адресуем местным, here in the UK. местным властям, органам власти и сообществам. So, firstly, we don't Во-первых, only take мы on не просто берем на community свой buildings, we can баланс also build new здания, centers. принадлежащие местному сообществу, но мы можем построить новые здания. Yeah. Secondly, we help to strengthen the local Во-вторых, мы community занимаемся sector, which укреплением provides many сектора, important services here in the предоставляющего UK. услуги местному сообществу. И это широко распространенная практика в Великобритании. Then we can bring in В-третьих, funds from мы можем investors who are привлекать looking to achieve финансирование social от инвесторов, returns. которые ищут возможности получить социальные какие-то социальные выгоды для себя. And finally, we can take on buildings that are important to local Помимо этого, communities, мы можем but have become too expensive to run or that need to be здание, которое reused. представляет ценность для местного сообщества, но является слишком дорогостоящим для содержания на местном балансе, и мы ему даем возможность быть использованным как-то иначе. Okay, so we talk about the ethical property family, and in Мы addition to говорим the о UK, целом we have сообществе partners или in семье, France, которая Belgium, and Australia. связана с организацией Ethical Property. У нас есть партнеры во Франции, в Бельгии и Австралии. Yeah. We also have a partner in the USA that has a У center нас есть in the один civil партнер rights area в of США. Atlanta, the Это birthplace центр, of Martin Luther King. занимающийся гражданскими правами в местечке Лантерн, где родился Мартин Лютер Кинг. Yeah. So the Ethical Property Foundation provides free property advice and has produced an ethical property, организация Ethical an ethical Property workplace предлагает type mark. бесплатные консультации в сфере организации рабочих мест, предлагаемых на этических принципах. Yeah, and the rest of this slide is
explains itself. We have Ну и centers дальше in по слайду вы Paris and видите others in ссылки на Australia and еще Brussels and so центры, on. которые существуют в Африке, в Париже, в других городах Франции, также в Брюсселе. И, в общем-то, все очевидно само по себе. Okay. So I thought I'd show you one or two of our centers. Итак, The хотел first бы one показать вам here is несколько наших Resource зданий. for London, located Вот in это North здание London. находится в северной части Лондона. We don't actually own this center. We manage it for a large organization called Trust for London. Это здание на It's an самом old деле department нам не store, a bit принадлежит. like Мы GUM являемся in Moscow. управляющими этого здания, которое было доверено нам, трастовым фондом, который называется Trust for London. Это здание похоже на бывший большой магазин типа ГУМа. Здесь располагается порядка 30 благотворительных организаций, занимающихся проблемами равенства. Также это одна из основных площадок, где проходят конференции большинства некоммерческих организаций. Здесь очень активная программа предлагается всем желающим. Проходят различные мероприятия для местного сообщества, проводятся выставки и показываются фильмы и организуются мероприятия. This is the greenhouse, our newest center. We opened it last year. It's called the greenhouse. Это еще одно наше здание, которое называется Greenhouse, или можно перевести как East London. Открыли мы его в 2019 году в восточной части Лондона. Yeah. The area it's in is has a lot of people from different countries that have come there over centuries, including many people Здесь from можно Russia встретить in the людей 19th различных century, национальностей, которые как and more исторически recently проживают from Bangladesh. в Великобритании, в Лондоне, давно приехали. Например, есть здесь место организациям русского сообщества. Это выходцы из России, приехавшие в Англию и в XIX веке, и уже в более современное в наше время. И недавно появились выходцы из Бангладеш. It's a very environmental building. It's made of wood rather than Здание concrete. очень экологично. Оно было построено не groups. из бетона, а из дерева. И здесь располагается много организаций, занимающихся проблемами охраны окружающей среды. Yeah. I don't know if you have Extinction Rebellion in Russia. Я не знаю, существует ли в России подразделение организации, называющейся Extinction Rebellion. Это организация, занимающаяся борьбой с противодействием изменению климата. Но штаб-квартира этой организации находится именно в этом здании. So in terms of finance, all of the money we raise is social finance.
money that is looking for Мгм. some financial but Что strong касается financial, финансов, strong, то strong social это return. часть, связанная с социальными финансами. То есть это те деньги, которые прежде всего предназначены для того, чтобы приносить благо, приносить социальную выгоду обществу. We have share issues every 2 or 3 years, Каждые полгода and мы these are выпускаем marketed through an наши ethical stock exchange called акции, FX. которые торгуются на бирже, основанной также на этических принципах. Она называется Ethics. Like most companies, we Как у have a lot of большинства small shareholders акционерных and обществ, a у нас few big есть ones, миноритарные including property акционеры funds. и несколько мажоритарных крупных акционеров, которые представляют владельцев собственности. For every На pound or каждый ruble that фунт, we raise through the share полученный через issues, we can borrow 2 продажу pounds. акций, мы можем получить 2 фунта. Because we buy buildings rather than lease them, we can borrow Поскольку мы against this, and this goes up depending on how покупаем full they здания, а are. не берем их в аренду, то сами здания могут быть дальше использованы в качестве залога для того, чтобы поддерживать нашу деятельность. Yeah. And finally, we buy buildings in cheaper locations, but in cities like London and Bristol, they're often areas which become trendy and more Помимо expensive. этого, мы покупаем So здания sometimes it's possible либо to в sell дешевых buildings for more. районах, либо в местечках, которые не пользуются популярностью. Мы приводим их в порядок, и через некоторое время может оказаться, что если это было здание приобретено в Лондоне или в Бристоле, но только не популярном районе, вдруг это место становится более популярным. Соответственно, здание растет в цене. Тогда мы пользуемся Obviously, we use this таким money трендом to на buy рынке, bigger продаем buildings его и in покупаем other areas. за счет полученных средств здания в большего размера. Обычно Typically, наши the company has paid акционеры a получают dividend to shareholders 3% about годовых 3% в виде дивидендов. each year. Yeah, we have a rent hardship fund, which is made by shareholders deciding to У donate нас был their sozдан dividends back in, специальный and фонд that fund для will be in a компаний, lot of demand right now. переживающих трудности в плане уплаты арендной платы. Формируется этот фонд за счет отказа от дивидендов, которые получает компания. Я думаю, что сейчас этот фонд окажется очень востребованным нашими арендаторами. When you get a chance, do have a look at FX. I've put the web address there where our shares are traded. It was also set up by Jamie Когда у вас Hartzell, появится возможность, пройдите по ссылке на этом сайте. Попадете на этом слайде попадете на сайт фондовой биржи, которую я упоминала, Ethics. Она была основана Джейми Хатселом, собственно, основателем нашей компании. Yeah, it has a lot of positive На organizations этой traded on этической it, including фондовой бирже many можно найти renewable акции energy многих компаний, organizations. занимающихся вопросами, в том числе возобновляемой электроэнергии. Yeah. So,
In terms of, I talk a little more about some of the centers that we run. This is the St. Несколько Paul's слов о наших Centre центрах in Bristol, в and it других was owned by the городах. local На government in этом Bristol. слайде вы видите социальный центр Святого Павла в Бристоле. Когда-то это здание принадлежало муниципалитету. Yeah, it was losing a lot of money. It was under threat of closing, and it's in part of the city with a large African Caribbean community. It's a very important community hub. И место, вот этот центр был очень важным для местного сообщества, потому что в этой части Бристоля живет много выходцев из африканских стран и стран Карибского бассейна. Yeah. The way we've managed the building since taking it over has been in partnership with the community. Как же мы управляем этим зданием? Мы сформировали партнерские отношения с местным сообществом и, собственно, управляем этим зданием на таких началах, что позволило тем организациям, резидентам этого здания остаться там. Yeah. The way we stopped it losing money was through the fact that we had 4 other centers in the same city. Это именно здание состояния убыточности. Дело в том, что в Бристоле у нас есть еще 4 центра, и мы воспользовались экономикой масштаба. Это помогло нам спасти это здание. Yeah. If it had closed, it would have left a big gap. It's a very busy center. Если бы это здание было закрыто и стало недоступным для своих организаций резидентов, то образовалась бы очень большая ниша, ничем не заполненная. Это здание на самом деле очень важно. Здесь много организаций располагается местных, и в том числе те, кто занимается организацией карнавала Святого Павла. Вот нижняя фотография как раз об этом. Okay. The second center is the Foundry in London. I've shown your colleagues Еще один социальный центр называется Foundry, или это бывший литейный завод. Он находится в Лондоне. Показывал я его вашим коллегам из благосферы. It's a human rights center and it's home to about 300 people working for организация about в этом 30 здании в основном tenants. занимается правами человека, работают порядка 300 человек, обслуживают 30 организаций арендаторов. Yeah. It was built by Ethical Property with a number of Это здание было построено Ethical Property за счет грантов, предоставленных организациями, вовлеченных в сферу прав человека. Yeah. So they co-own the building with us. Те, кто дал деньги на строительство этого здания, являются совладельцами вместе с нами пропорционально сумме, которую они пожертвовали. Yeah, we've created a small charity there called Equality's Work, which I run. Мы основали небольшой благотворительный фонд, который называется Equality's Work, или работа на равных правах, и проводим ряд мероприятий. Yeah. We Организуем различные выставки, лекции, посвященные искусству, проекты, связанные с образованием и со всеми другими вопросами, связанными именно с правами человека.
Yeah, the aim is to create a sort of vibrant hub И идея rather была than создать just a такой 9 to живой 5 организм, workplace привлекающий людей, weekdays. а не просто рабочие места для нескольких десятков человек. I think part of the trick of creating a vibrant hub is to make sure Одна if you're из building something new, to таких create very удачных flexible находок space. в желании создать жизнеспособный организм, такой жизнеспособный центр, это сделать его очень гибким. Yeah, this is space that can be used. It's Это workspace that рабочее can be used пространство, которое during the может day, быть but for other трансформировано activities in и the evenings and приспособлено weekends. для каких-то других нужд в другое время суток, помимо рабочего времени. Having an atrium and a reception really helps, along with the meeting spaces, У because you нас can есть не turn them только into event пространство space, атриум и, including mini естественно, cinemas доска, or theatre space. естественно, то, что называется ресепшн, да, где располагаются наши административные сотрудники, приветствующие приходящих, но и переговорные комнаты, и другие пространства, которые могут быть трансформированы в соответствии с текущими потребностями, могут превратиться в мини-кинотеатр или в мини-театр. This is quite a different Это sort of совсем другое centre. социальное It's in пространство. Bath, in the west of England, and it's Находится an old это railway здание station. в городе Бат на западе Англии, бывшая железнодорожная станция. Yeah, it's the space is Пространство совсем ideal иное, for оно оказалось things идеальным для including workspace and в markets. качестве рыночной площади и также в качестве рабочих пространств. Yeah. The picture shows a farmer's market, and these are very popular in this country now. На фотографии вы They видите offer именно local такой рыночный producers день. to sell organic Фермеры food. местные привезли свою продукцию, то, что называется органическую продукцию, она становится очень популярной у местных и пользуется спросом. Yeah. It's Ну, also, of естественно, course, используется это used as пространство an и для event space for различных live music мероприятий, and например, festivals, that kind of thing. музыкальных фестивалей, ну и каких-то других мероприятий с большим количеством людей. Okay. This is the Это last последний example I show you. центр, It's о котором я in хотела бы my вам fantastic рассказать. home city of Brighton. Находится в замечательнейшем городе, в котором я живу, в Брайтоне. Yeah. Here, getting an adult education center into the building was really Нам было important очень важно because they provide courses for hundreds заручиться of people поддержкой и each week. получить в качестве одного из участников этого центра образовательный центр для взрослых. Здесь еженедельно проходит порядка сотни различных курсов для взрослых. Yeah, Это this gives the означает, что center жизнь все life, время and бурлит there в is этом enough центре, trade for a плюс community cafe. обеспечен поток посетителей в кафе, находящееся на территории этого здания. Yeah, it's in a complex of about 200 flats, and we organize projects Здание from this building примыкает to к engage the жилому дому, community, в including котором gardening and порядка the arts. 200 квартир.
мы за счет нашей деятельности мы привлекаем также и местное сообщество, местных жителей, проводим разные проекты, и связанные с искусством и с садоводством. Ну, вот то, что я Yeah, хотела that's вам it. рассказать, надеюсь, вам Hope you было found it интересно, и interesting жду and look ваших forward to вопросов. hearing your questions. Thank you, Mike, so much. I guess there are a lot of questions from Russian audience. Спасибо, Майк. Уверена, что много вопросов. Я, наверное, для ускорения буду Майку их, может быть, задавать на английском. Вы пишите, пожалуйста, все, что вы хотели спросить. Mike, I would like to ask whether there was a question about the ethical principles. Can you name the ethical principles that the organization follows as an ethical property company? Yeah, it's quite a long document. It's called the Quintessentials, and it sets out a whole range of principles that underpin everything that we do. So Это if people на want самом to деле, open a center, что they касается need to refer этических to that принципов, document. то все они заключены в документе, который является основополагающим для нас. Он называется «Квинтэссенция», охватывает целый спектр сфер, и если кто-то захотел бы открыть центр, основываясь на модели Ethical Property, то ему нужно было бы охватить все эти сферы. But just could you probably name one or two just to know what it looks like without Вопрос о том, in a brief можно ли несколько description, перечислить, not the чтобы whole было list of that. представление, а не весь перечень предлагать. Sure, no, I understand. Yeah. So for example, around who we can let buildings to, they would need to meet certain criteria. So I suppose it's more important to know who we can't let to. So there are a range of things that are destructive to the environment or to local communities that we don't allow into our buildings. They need to meet Прежде всего, есть ограничения относительно того, кому мы можем сдавать в аренду принципам. И, пожалуй, легче сказать, кому мы не будем сдавать в аренду помещения. Это организации, которые так или иначе наносят урон окружающей среде или местному сообществу. Мы ждем и приветствуем те организации, которые приносят вносят позитивный социальный вклад. There is one more question again about the history. So how long does ethical property exist, and what were the major, what you started from, and what the major challenges and lessons learned so far? Okay. So set up in around 1990, so 30 years ago. It was set up by people who had a bit of money and bought buildings to let out to Несколько слов. Вопрос был о том, чтобы поподробнее рассказали об истории организации Ethical Property и сложности, которые возникали на пути. Итак, компания возникла в 90-х годах прошлого века, то есть сейчас ей порядка 30 лет. Основали ее люди, у которых были некоторые финансовые средства, и они предлагали сдать в аренду здания для организаций, занимающихся проведением различных компаний. Yeah, I suppose the easier thing was in filling the centers with organizations, because there is a real lack of good, affordable space for the not-for-profit Пожалуй, самым sector. легкой задачей для нас было найти So that's not a организации, problem. которые бы стали
арендаторами этих площадей, потому что достаточно сложно найти хорошее пространство по приемлемой цене. Это то, что ищут, и такую задачу было легко решить. Для некоммерческих организаций. Пространство именно для некоммерческих организаций, коллеги, я прошу, да, не просто в Лондоне найти, а именно для кого что-то доступное по цене и приличного качества. Майк? Mike? Yeah, I think the main challenge is to make the most of the spaces, because it's one thing to fill up buildings, it's another thing to create real change. Но только мало заполнить здание арендаторами. Этого недостаточно. Нужно приложить усилия, чтобы произошло некое позитивное изменение в сообществе и в тех, кто живут в этом месте. Okay, and there is a question about how do you split the rent or the dividends between all the interest parties and investors? Are they all gathered in one fund? You were talking a bit about it, but is it a fund for the shareholders of all the building and centers, or every single object has a separate management fund or something like this? Can you explain a bit about it, Mike? Yeah, there is only it's one company, and so people buy shares in the company, which means that they are sharing in all of the buildings at the same time, and the dividend is as I say, it's about 3% each year, roughly. Вопрос был об участии или о получении дивидендов и участии в прибыли от арендной платы. Дело в том, что есть одна компания, которая выпускает акции, которые можно приобрести, и все держатели этих акций получают примерно 3% годовой доход. То есть таким образом, как бы из общего пула прибыли держатели акций получают вот этот доход. And connected questions: how many shareholders do you have at the moment? The shares, I mean, in financial shares. Yeah, so we have about 1,500 shareholders at the moment, and the value of the company У нас порядка 1500 акционеров, а стоимость компании примерно 60-70 миллионов фунтов стерлингов. One more question about art and science. Do you think it's a good connection, and is it a part of your future investment in new objects and buildings? Certainly the arts is a big part of what we do, and I would say in terms of engaging with the public, the two things that we are very focused on is both arts and education, because those are the things in which you can bring people into centers that are effectively workplaces. Потому что это то, где можно установить связь с местным сообществом, и образование также. Это то, что привлекает людей, то, что обеспечивает, становится центром притяжения. How do you measure your positive and negative effect of your activities, of your existence? Yeah, it's another big challenge. I think we're all learning how to do that well. There are various ways in which you can look at it. I mean, you can look at we provide affordable space, so we look at certainly how much people can divert money from rent into direct services. Воздействия от нашей деятельности. Это одно из сложных показателей, в смысле его сложно измерить.
Мы всегда пытаемся ответить на вопрос, а что же мы в результате нашей деятельности. Ну, например, идея пространства по доступной цене можно оценить по тому, насколько средства, сэкономленные арендаторами от аренды, были направлены на какое-то улучшение их деятельности, которые они предоставляют. Yeah, and then I think also you're looking at what is actually going on in the center, what you're delivering. So for the centers that I showed you, like the Foundry, we can set ourselves targets around the change we want to make еще одной такой around issues, измеряемой and then are единицей we может быть achieving that? показатель, а что же мы достигаем за счет деятельности, какие изменения происходят в обществе. Если взять, например, наш центр Foundry, который в Лондоне располагается и занимается правами человека, то там у организации есть конкретные цели, которые поставлены, и мы смотрим, насколько они хорошо достигаются и какие изменения произошли. Yeah, finally, I would say that bringing organizations that have similar aims into one space and then looking at what more they're achieving by being Помимо in one этого, of мы our стараемся buildings в одном здании is very important собрать to assess организации, that. идущих одним курсом, и смотрим, чего они сообща могут достичь именно благодаря такой близости. Я думаю, вот это как раз и есть отличительная черта работы Ethical Property, на которую, собственно, я хотела бы обратить внимание нас с вами, коллеги, в России, потому что я еще такого не видала, чтобы именно в одном месте собирали именно организации определенного направления деятельности и смотрели, что это получается, вовлекали местное сообщество. Это вот та самая как бы фишка, как мне кажется, интересная в работе Ethical Property, которую мы хотели вам, коллеги, представить. Я прошу прощения за не совсем точный перевод вопроса по поводу Art and Science, но от себя хочу добавить, что выбираются тематики такие как бы сложные, да, вы видели экология, social justice, там права человека, и вот как бы Art and Science используется как инструмент в этой работе и вовлечении местных сообществ. Mike, I apologize for talking it in Russian because it just gave a quick comment on what we saw and what we talked to you about earlier. Next question. Good. About pet friendly. Are your offices pet friendly? Are your buildings? Pet friendly. Some of them are. I would say depends on the pets. Вопрос был о том, приветствуются ли домашние животные в офисах. Ну, достаточно дружелюбны наши пространства именно к домашним питомцам. Бывает, что и собаки приходят и тоже вполне себе располагает к общению. Then the next one about the standards of eco-construction. Do you use any international eco-construction standards if you construct the building, if you reconstruct the existing object? I'm not sure it's international. It's a UK standard. It's called BREEAM, which you can either have excellent or very good or terrible. And obviously, we would want all of ours to be excellent. But we buy older buildings generally, and so we have to work over many years to get them up. Насколько с экологической точки зрения дружелюбно, скажем так, строительные технологии, которые используются, соответствуют ли они международным стандартам? Майк ответил, что они соответствуют прежде всего британским стандартам, стандарт, который называется BREEAM. По нему есть градации, это великолепное состояние, хорошее и ужасное. Мы занимаем ведущую строчку, то есть соответствуем наивысшей категории. Мы покупаем, я уже сказала, более старые здания, и поэтому требуется время для того, чтобы довести их до должного состояния.
A couple of more questions about financing. Does the state support you? Not really. We do get occasionally grants that are for perhaps maybe improving environmental performance, but it's very limited. We are a Поддерживает ли company вас and we государство? В operate общем-то, as a нет. social enterprise, Иногда so мы we don't получаем get government funding. гранты, направленные на улучшение наших, скажем так, экологических показателей, но так как мы являемся частной компанией, социальным предприятием, то мы и функционируем таким образом без господдержки. And what's the general profile of your investor, if such an exists? Some general characteristics. The smaller ones are almost all individuals, as you would think, but there's a great many of them. I think what's unusual about ethical property is we've got a lot of, probably 1,200 of the 1,500 shareholders are very small individuals, and that's quite rare. And then it goes up, and so, but the bigger institutions that Каков also invest инвестиционный are all very профиль, strongly характеристика socially minded. инвесторов? Коллеги, Майк, great that you're back. Something happened with the platform. We apologize. So we're just waiting. It's 1 minute that people are reconnecting and updating. I'm not sure at which point it went off. Yeah. У меня вырубился интернет, прошу прощения. Cool. Возвращаюсь. Значит, большинство инвесторов мелкие, из 1500, 1200 являются индивидуальными инвесторами, то есть физическими лицами, а остальные это различные организации, в том числе достаточно крупные. Но уникальность Ethical Property именно в том, что у нас индивидуальных инвесторов. Коллеги, сейчас, я надеюсь, Майк тоже переподключится. Это, еще раз прошу прощения, это не наша вина, а платформа, потому что все, конечно, все в сети, все хотят общаться, делиться знаниями, как и мы с вами. Майк, can you probably refresh the button on the screen? So we can't see you. Can you at least hear us, Mike? Ну, надеюсь, Майк сейчас к нам присоединится. Я видела еще оставшиеся вопросы и про, собственно, про профильные инвесторы, как найти аудиторию, сейчас попробуем спросить. Про интерес к России, Эдуард, я тоже видела вопрос. Сейчас мы постараемся еще, мы за минут 5-10 еще с Майком сейчас побеседуем. So yes, Mike. So we translated it finally. Can you hear us? It's okay, Mike? Mike? Что-то нету. У меня была, звука не было. Ага. Сейчас, надеюсь, Майк переподключится. Ну, от себя действительно вот этот набор этических принципов, о которых Майк рассказывал, который называется Quintessentials, это уникальный своего рода такой интересный документ, потому что, видите, все-таки компания такая абсолютно коммерческая сделала выгодный для себя коммерческий, некоммерческий проект. Я видела комментарии про что такое 3% в России. Для Англии это хорошая цифра, да, поэтому, конечно, где берут деньги те арендаторы, которые снимают у них помещения, в том числе получают гранты, ведут свою основную деятельность, но весь интерес состоит в том, что они друг друга действительно взаимно дополняют, опыляют, часто заказывают
друг у друга разные услуги, и это помогает в том числе вовлекать и новых людей в сферу деятельности организаций и привлекать средства, в том числе на деятельность организаций. Но, как он много раз подчеркнул, вот эта вот штука affordable, то есть доступная по цене для некоммерческих организаций цена аренды, она действительно невелика. Но документ, который подписывают все резиденты любого объекта Ethical Property, он довольно значительный. Там требования, что они должны, что они могут, но это все принимается как бы вот в каждом объекте общим собранием тех самых организаций, которые там находятся. И бывают ситуации, что организация, например, которая не очень хорошо и регулярно платила или, например, не очень хорошо работала, может потерять свое место в Ethical Property, они стараются этого не допускать, и в каждом здании есть в том числе менеджер, который, в принципе, и консультирует и поддерживает организации в их основной работе. И вот это тоже вклад Ethical Property, да, то есть вот такая содержательная поддержка организации. Но что-то у Майка, я вижу, проблемы с подключением. Ну, если он сейчас буквально в течение минутки к нам еще не подключится, то, наверное, тогда мы будем, к сожалению, завершать разговор. Вопросы, которые мы не успели ответить, мы зададим Майку в виде, и для вас сделаем тогда перевод. Вот сейчас, может быть, нам повезет. Can you hear us? No. Unfortunately. К сожалению, видимо, не хочет платформа работать, но это для нас самих такой первый опыт с международными экспертами, но не последний, дорогие друзья. Мы, значит, собираемся в этом упорствовать. И еще раз, значит, мы Майку вопросы зададим. Презентацию спрашивали неоднократно. Мы сделаем доступно, конечно, для всех, кто участвовал в вебинаре. И вопросы, ну, все-таки есть надежда, что мы сейчас Майка увидим. Я пока хочу сказать, пока Майк пытается подключиться, а вы слушаете меня, хочу сказать, что мы запланировали уже для вас и следующий вебинар. Он состоится 29 апреля. И разговор пойдет об атмосфере благополучия общественных пространств. Есть специальные исследования, даже методологии исследования, которую приготовила сеть Happy Museum из Великобритании тоже. И мы пригласили коллег рассказать вам о том, как это померить благополучие, и какое это такое благополучие, которое связано с деятельностью общественных пространств и сообществ вокруг них. Я надеюсь, что это может оказаться полезным, и методика, она выложена онлайн, она доступна не только музеям, как слышно из названия Happy Museum, но и для других общественных пространств. Поэтому, пожалуйста, следите внимательно за нашими анонсами, и 29 апреля в 3 часа по Москве, пока вы так спланировали, ну, возможно, время изменится, поэтому 29 апреля просто главное пометьте себе в календарях, что это будет следующий вебинар с приглашением наших друзей из Англии. Ну, видимо, не получается у нас подключиться с Майком сегодня. Тогда я на этом буду, уважаемые друзья, завершать наш вебинар. Я так заочно говорю большое спасибо Майку за презентацию, за интересный опыт, который, безусловно, я уверена, может быть интересен в России и государственным институтам, и девелоперам, которые сейчас строят новые здания, и тем компаниям, которые, например, не знают, что делать с неиспользованным фондом в регионах. Все это для нас возможно и доступно, и Ethical Property, отвечая там на чей-то вопрос, вообще-то заинтересованы в том, чтобы найти коллег в России и обсудить, возможно ли это делать. И я хотела бы сказать большое спасибо Анастасии за прекрасный перевод. Будем встречаться еще на наших платформах. А сейчас я всем желаю, главное, здоровья. Используйте это время как для того, чтобы себя настроить, что-то новое узнать. Делитесь своими знаниями. И всегда очень рады читать, писать, слушать, видеть вас в блогосфере. И я очень надеюсь, что будем встречаться теперь с завидной регулярностью онлайн. Хорошего вам дня, дорогие друзья. До свидания. До свидания.